Всем привет! Это вы удачно зашли, а я как раз закатываю безумно вкусный и ароматный клубничный компот на зиму. Рецепт простой, рабочий и проверен годами. Для приготовления компота из клубники требуется минимальное количество продуктов и времени, так как закатывается компот без стерилизации методом двойной заливки. Кому интересно, оставайтесь со мной и будем закатывать яркий и ароматный компот из клубники на зиму вместе. Итак, я предварительно помыла клубнику и откинула ее в дуршлаг, чтобы вода вся стекла. У клубники отрываю плодоножки. При этом надо постараться, чтобы не повредить ее, иначе клубника расползется. Я люблю оторвать плодоножки ноготком, но, естественно, в перчатках. Также можно сделать это острым, тонким ножом. Клубника должна быть комнатной температуры, иначе при заливе клубнику кипятком банки могут полопаться. Банки я не стерилизовала, они стерилизуются вместе с содержимым. Крышки можно прокипятить примерно 5 минут, можно и этого не делать, так как лишняя осторожность не помешает, то лучше, конечно, подстраховаться. При работе с кипятком может произойти самое непредвиденное. Именно по этой причине я, как всегда, под банки ставлю глубокую посуду. Ну что, банки наполнила клубникой на треть, насыпаю клубнику сверху сахаром и осторожно заливаю клубнику кипятком. Немного жду, чтобы стенки банок прогрелись, затем заливаю банки доверха, так как от сильного перепада температуры банки могут полопаться. Я провела первый залив. Банки пока не закрываю, а просто прикрываю их крышкой и оставляю банки в сторонке. Даю компоту стерилизоваться. Банки в таком положении можно оставлять из расчета 10-15 минут на литровую банку, 25-30 минут на 2-литровую и так далее. Но я, как правило, оставляю на час, гляди и больше. Вернувшись к банкам, выливаю воду в кастрюлю, довожу ее до кипения, кипячу буквально пару минут. Перед тем, как провести второй залив, насыпаю сверху клубники лимонную кислоту, обратно заливаю воду, вернее кипяток по банкам и плотно закрываю банки. Лимонная кислота играет роль натурального консерванта, но не только. Она проявляет яркий цвет клубники, придает компоту сбалансированный вкус с легкой такой приятной кислинкой. Можете быть уверенными в том, что ваш компот не получится приторным. Кстати, друзья, я знаю, что уровень сахара в моем компоте средний, может быть даже чуть ниже среднего. Все дело в том, что мы не любим слишком сладкий, я бы даже сказала, приторный компот. Вы же уже ориентируйтесь на вкус ваших домочадцев. Да, метод абсолютно спокойно применяется для всех видов банок, независимо от их литража, вернее объема, вместительности и от типа крышек. Резьбовые банки или под закаточный ключ. Я сегодня специально закатала 2 банки с разной вместительностью и с разными крышками. Это 1,5- и 2-литровые банки. Ну что, туго закрываю банки крышкой. После убираю банки под теплый плед, даю им медленно остыть в течение суток. И вуаля! Безумно вкусный, ароматный, полезный компот из клубники готов. Друзья, как вы видите, закатывать клубничный компот таким способом легко и просто. А на выходе получается безумно вкусный результат. Обязательно приготовьте такую вкуснятину. Порадуйте, побалуйте себя и своих близких клубничным компотом. Такой компот вы нигде не купите. А я всем желаю приятного аппетита, благодарю всех за просмотр, и если видео понравилось вам, не забудьте поддержать его лайком. Гостей приглашаем подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от меня. Я пока прощаюсь с вами, но
буду ждать вас у себя в гостях. Ведь я и рада, всегда вам рада.